Приветствую всех на моем канале. Здесь я рассказываю о кельтской культуре. Сегодня поговорим об одном из самых ярких и значимых кельтских праздников – о Белтейне. По-ирландски название праздника будет звучать как Бьялтана. Этот праздник в прямом смысле яркий, потому что это в первую очередь праздник огня. Этот праздник считается праздником жизни, пробуждения природы и плодородия. В противоположность Самайну, времени тьмы, завершения года и перехода к зиме, Белтейн является временем света, жизни, и в ирландском календаре он знаменовал начало лета. Это вообще ключевой день ирландского календаря. Он приходится почти на середину между весенним равноденствием и летним солнцестоянием, отмечая переход к светлой половине года. Осенний праздник Самайн и майский праздник Белтейн – это два полюса кельтского календарного года. Самайн открывает период, когда все замирает. Белтейн же, наоборот, открывает сезон пробуждения мира. Осенью ночи становятся длиннее. Весной же, наоборот, в мир приходит свет и тепло. День прибавляется, и мы это видим невооруженным глазом. Исследователи до сих пор не сходятся в едином мнении касательно происхождения слова «бьялтана». В Санес Кормак, глоссарии Кормака, сохранившемся словаре ирландских специфических слов от X века, значение слова «бьялтана» трактуется и переводится как «огонь Бела» – «Белтейне». Бел или латинизированная версия имени этого бога, Беланос или Беланос – это бог врачевания, защиты и исцеления. Тейна же переводится с древнеирландского как «огонь». В глоссарии Белтейн описывается как время перегона скота с зимних пастбищ на летние. Там же говорится и про ритуальное проведение скота через проход, образованный двумя кострами, как через символический порог между миром зимы к лету. Однако в такой версии есть нюанс. Связь с богом Белом, Беленосом, не доказана. Это скорее реконструкция, а не прямое свидетельство. Есть другая версия происхождения слова «бьялтана». Она осторожнее и не привязана к конкретному божеству. В данной версии корень «бел» трактуется как «светлый, сияющий, благой». «Тейне» также переводится «огонь» с древнеирландского. А в этом случае будет значение «яркий огонь» или «очищающий огонь». Эта интерпретация близка многим исследователям, потому что она не требует привязки к какому-то гипотетическому божеству и напрямую отражает ритуал, который связан с огнем, потому что главный символ Белтейна – это огонь. Праздник огня и защиты. С глубокой древности еще друиды разводили священные огни и прогоняли скот между двумя огнями, чтобы защитить его от болезней. Ритуал очищения огнем проводился не только над животными, люди тоже перепрыгивали через костры, через пламя на удачу. Считалось, что огонь очищает, отгоняет зло и дает благословение на весь будущий год. Иногда в некоторых частях Ирландии была традиция, что старый огонь в очаге в доме гасили и приносили тот самый огонь, который возжигался от священного костра. Этот огонь приносили в дом. Соответственно, зажигали новый очаг уже от этого нового огня. Кстати, обычай прогонять скот между двумя огнями на Белтейн сохранялся в Ирландии вплоть до XIX века, хотя со временем превратился скорее в некую локальную традицию, чем в повсеместный ритуал. Если на тот же Самайн или в поздних традициях, связанных с христианским днем Святого Мартина, пороги домов могли окроплять кровью домашней птицы, о чем у меня есть целое отдельное видео. Ссылочка сейчас должна появиться в правом верхнем углу экрана, а также я оставлю ссылочку внизу в описании под этим роликом. Так вот, на Белтейн все было иначе. Весной животных не убивали, а дома окропляли не кровью, а окуривали помещения дымом. Порог также не поливали кровью, а клали зеленые ветви или цветы. Отдавали предпочтение, кстати, именно желтым цветам. Двери тоже украшали цветами и ветвями. А все эти приготовления, как и на Самайн, делались абсолютно с той же защитной целью – не дать проникнуть злу в жилище.
Позже, с приходом христианства, появился обряд окропления жилищ святой водой вместо вот этого окуривания дымом. Или еще была такая традиция умываться и приносить в дом для окропления жилищ утреннюю росу. Белтейн считался временем особой силы, праздником жизни, любви и союзов. Но вместе с этим это была и опасная ночь. Граница между мирами в это время была особенно тонкой. Считалось, что в это время особенно активен народ холмов, так называемые фейри или ши, обитатели иного мира. С ними старались не встречаться, ведь такая встреча могла обернуться бедой. Ведь, согласно поверьям, в ночь Белтейна граница миров особенно тонка, и даже обычный холм или грибной круг на поляне мог оказаться входом в мир Ши. И тот, кто переступит эту границу, рискует уже не вернуться. Его могут забрать фейри, или человек потеряет счет времени и вернется спустя годы, как будто прошла всего одна ночь. Вот такой вот ирландский параллельный мир, где даже время протекает иначе. Считалось, что мир Ши так и переводится с ирландского как «холмы», «курганы». Мир Ши скрыт в холмах и открывается лишь в особые ночи, когда границы между мирами становятся тоньше. Это как раз в такие тонкие ночи, как ночь Самайна или Белтейна. Утренняя роса в день Белтейна 1 мая считалась почти магической. Ею умывались для здоровья и собирали как силу весны и использовали как защиту. Молоко в первые майские дни старались особенно оберегать. Оно считалось символом достатка, удачи и благополучия. В ирландском и шотландском фольклоре верили, что фейри или ведьмы могут забрать молоко у коров, то есть корова перестанет доиться, или сделать так, что молоко не будет сбиваться в масло. Также, если молоко скисало, это вообще считалось очень нехорошим знаком, значит, удача покинула дом. Отсюда и строгий запрет. Ни с кем нельзя было делиться молоком в этот день, так как это в прямом смысле означало передать благополучие кому-то другому, вынести счастье из дома. Майское дерево и народные традиции. С Белтейном по смыслу перекликается и общеевропейская традиция Мэйпол, майского столба или майского шеста, символа жизни и роста. Хотя это уже поздняя традиция, которая напрямую к древнекельтским обрядам не относится. Особенно эта традиция популярна в Англии. Устанавливали высокий столб, украшали его лентами и цветами и водили хороводы, держась за ленты. Ленты, переплетаясь, символизировали жизнь и ее циклы. В Ирландии же был распространен мейбуш, так называемый майский куст, украшенный лентами, а также его украшали цветами, особенно желтого цвета также. Предпочтение всегда отдавалось желтым цветам. Этот майский куст устанавливали перед домами и на пороге домов. Чаще всего в качестве майского куста использовался боярышник. Боярышник как раз-таки и считался тем деревом, которое особенно связано с фейри и миром Ши. Но в разных регионах могли использовать и березу, и рябину, и даже орешник, в зависимости от местных традиций и доступных растений. В отличие от Самайна, который напрямую соотносится с Днем всех святых, посмотрите, кстати, мое видео про Самайн, ссылка появится сейчас в верхнем правом углу экрана, и также я оставлю ссылку внизу в описании под этим роликом. Так вот, в отличие от Самайна, Белтейн не был полностью заменен каким-то христианским праздником, хотя многие и считают, что тот же День Святого Георгия, который празднуется в конце апреля, многие считают его христианским аналогом древнего кельтского праздника Белтейн. Но в любом случае символика обоих праздников довольно схожая. Весна, обновление, победа над злом. Даже после христианизации многие обычаи продолжали очень долго жить и существовать. Зажигались костры, прыгали через огонь, также защищали скот, окуривали его дымом, украшали дома зеленью и умывались росой. На протяжении многих веков католическая церковь не особо одобряла этот праздник, считая его языческими пережитками. Но сегодня католическая церковь более лояльно относится
к этому дню. Она не противопоставляет себя ему, то есть относится вполне нейтрально. И праздник Белтейн воспринимается скорее как часть народной культуры и исторического наследия. Интересно, что Белтейн связан не только с обрядами, но и с древними памятниками. Например, Beltane Stone Circle на северо-западе Ирландии, в графстве Донегал. Это каменный круг, который, как предполагают, связан с восходом солнца в начале мая и напрямую ориентирован на движение солнца. Расположение некоторых камней этого круга предполагает, что камни вполне вероятно использовались для отслеживания солнечных и лунных циклов, в частности, восхода солнца в майский праздник Белтейн, от которого, возможно, и происходит название круга Beltane Stone Circle. Так что такое место, как Beltane Stone Circle, показывает, что Белтейн был не просто праздником, а частью целой системы наблюдения за временем и природой. Другой памятник, который связывают с Белтейном, называется Ишних. Это древний сакральный холм, который в ирландской традиции считался серединой Ирландии и одним из главных ритуальных центров острова. Именно здесь, по преданию, в ночь на Белтейн была такая традиция каждый год зажигать главный огонь, от которого символически могли разжигаться костры по всей стране в знак начала летнего сезона. Сегодня, кстати, эта традиция на холме Ишнях возрождена. Снова зажигают огонь Белтейна на этом холме, но уже в формате культурного фестиваля и исторической реконструкции. Белтейн сегодня. Сегодня Белтейн не является официальным выходным днем в Ирландии, но его отмечают в формате культурных фестивалей. Праздник активно отмечается и является неотъемлемой частью культурной памяти народа. В Ирландии и Шотландии проводятся масштабные фестивали. В Ирландии на холме Ишнях, как я уже упоминала, с огнями и историческими реконструкциями. А также в Эдинбурге в Шотландии. Там проводится знаменитый Beltane Fire Festival. Это такое сочетание традиций, искусства и истории. Белтейн – это тот самый момент перехода, когда мир оживает, природа набирает силу, дни становятся длиннее, принося солнечный свет и тепло. Огонь Белтейна еще с древности давал людям осознание, что после тьмы всегда приходит свет, а после зимы обязательно наступит время жизни и роста. Белтейн – это время, когда природа снова наполняется жизнью, а мир – светом и теплом. Пусть и в вашей жизни всегда будет место для обновления, роста и нового начала. Спасибо за просмотр. До новых встреч!